Команда Моната. Агент ранга А с огненным элементом и классом разрушения. Строящий бой вокруг расхода собственного ХП ради усиления атак и поддержки состояния особого. Как персонаж класса разрушения, он наносит сквозной урон, полностью игнорируя защиту врагов, что делает его эффективным против любых целей. Хотя базовая ротация Моната проста, полное владение требует контроля уровня здоровья, запаса его спецресурса и адреналина, чтобы полностью сохранять бафы и не погибнуть раньше времени. Что вынуждает иметь в команде хотя бы одного персонажа, который может лечить. Это или Пан Янху, или Астроял, или же Люсия. Игровой процесс Моната держится на трех принципах. Поддерживание раскаленного клинка за счет пылающего сердца. Жертвовать ХП, используя усиленные атаки и поддержку. И восстановление здоровья и ресурсов, чтобы продлить цикл. Он сражается на грани. Каждое действие – баланс между здоровьем и силой, агрессией и контролем. Ключевая механика – сквозной урон. Все атаки Моната наносят сквозной урон, зависящий от параметра сила сквозной атаки, которая рассчитывается из 30% от атаки и 10% от макс хп. Такой урон игнорирует защиту, поэтому пробивание и игнорирование защиты бесполезны. Приоритет ставится перед здоровьем, усиливающий и урон, и живучесть. Энергия заменена адреналином. Работает так же, как и энергия, но не реагирует на эффекты восстановления энергии. Пылающее сердце до 100 единиц ресурса расходуется в режиме раскаленного клинка по 3,3 единицы в секунду. При активации хотя бы 70% открываются следующие усиления. Усиленная базовая атака, усиленная спецзаряженная атака и плюс 10 к шансу крита и плюс 20 к огненному урону. Также активируется пассивный талант, добавляющий 50% крит урона и плюс 100 скорости накопления адреналина, если Моната тратит ХП при атаке. Атаки, расходующие ХП. Усиленная базовая атака. Наносит огненный урон сквозной. Тратит 3,5 макс хп. Активирует все бонусы пассивки при ХП выше 30%. Помощь в атаке. До 7 ударов подряд каждый тратит по 2% хп. На созвездии 6 плюс 3% к огненному урону за удар, то есть 15% максимум. Если хп ниже 30, хп не тратится, и Моната теряет все бафы, урон резко падает. Тлеющее пламя. Пассивная способность дает 20 зарядов тлеющего пламени. Каждая восстанавливает 2% макс хп при усиленной атаке или продолжении помощи в защите. Восстанавливается за счет ульты, плюс 8 зарядов. И 4 за цепочку атак. И еще 4, если у вас есть шестое созвездие. При атаке спецатакой по оглушенной цели дается 4 уровня этого эффекта. Как восполняется пылающее сердце? Первый метод — это удержание спецатаки. Дается 100 энергии пылающего сердца и тратится 10% хп, если само максимальное хп не ниже 30%. Также при помощи в защите дается 75 энергии пылающего сердца, и это самый, скажем так, удобный, стабильный источник. И плюс, опять же, если у вас есть шестое созвездие, при атаке по оглушенной цели спецатакой вам дается 75 энергии этого ресурса. Экс спецприем. Стоимость 80 адреналина. Работает только в состоянии раскаленного клинка. Восстанавливает 33% макс хп. Основной урон в окне оглушения. Экс спецприем, ключ к выживанию и перезапуску цикла хп, урон, лечение. Примеры ротации. Сначала активируем все бафы, которые есть, и переключаемся на команду Моната. Удерживаем спецатаку, восстанавливаем сердце и входим в состояние клинка. Используем усиленные базовые атаки до растраты всего ресурса. Переходим с помощью ассиста на другую цель. Если у вас есть станнер в команде, оглушаем цель и в этот момент возвращаемся снова на Моната
Используем спецзаряженную атаку, чтобы вылечиться, но тут нужно находиться в состоянии клинка. И повторяем все заново. Драйв диски, оптимизация статов. Лучший набор дисков. Сказание Юнькуй. Основной набор, лучший выбор для Маната. Полный сет, 4 части, идеальный вариант для максимального урона во время оглушения и поддержания высокого ДПС. Бонус 2 частей дает процентное хп, усиливает и сквозной урон, и выживаемость. Бонус 4 частей дает 4% шанс крита за стак до 3 стаков на 15 секунд. Эффект прекрасно сочетается с его раскаленным клинком, поддерживая стабильный критический урон на протяжении всей ротации. Рекомендуемые 2 части — это Детвакор Электро. Отличное дополнение к Юнькуй. Дает 8 шанса крита, как раз из 2 частей сета. Комбинация обеспечивает надежное масштабирование крита, что важно для раскрытия его высокого базового крита урона от пассивки. В 4-й слот крит шанс или крит урон, в зависимости от того, что вам больше всего нужно. В 5-й слот ищем огненный урон или бонус хп, в зависимости от того, какое у вас основное оружие. Если у вас оружие на хп, можно взять бонус огненный. Если оружие не на хп, то обязательно берем хп. В 6-й слот берем хп, тут уже 100%, то есть не потеряетесь. Приоритет сабстатов — это крит шанс и крит урон, в первую очередь, по возможности. Во вторую хп, любое, причем процентное, процентное в приоритете, но и беспроцентное тоже нужно. И можно уже после этого всего собирать атаку. Финальные показатели статов у вас должны быть такими вот. Сила сквозной атаки должна быть 2100 минимум, чем больше уже тут, тем лучше. Атака 1800 будет достаточно, хп 18000 плюс. Крит шанс 66% желательно собрать, чтобы под бафами уже получилось больше. И крит урон 120-150 тоже будет достаточно. Лучшее оружие для Маната. Первый выбор — это сигнатурное оружие, идеальный выбор для Маната. Это оружие дает высокий прирост хп и урон от огня, а также повышает шанс крита при потере хп, ключевой механики Маната. Благодаря синергии с его умениями самопожертвования, оружие раскрывает весь потенциал стиля огненного берсерка и остается лучшим вариантом на всех фазах прокачки. Сигнатурка Йисюань. Одна из лучших версий оружия для Маната. Дает высокую базовую атаку, процентное хп и постоянный бонус к шансу крита. Хотя эффект на эфир бесполезен для Маната, этот двигатель, то есть оружие, может превосходить его сигнатурный на первой фазе, благодаря огромному количеству базовых статов. После улучшения до фазы 5 его сигнатурного оружия становится лучше этого оружия. Радиопрогулка. Надежные и хорошие варианты. Оружие дает баф, увеличивающий сквозной урон на большое значение на 12 секунд при использовании цепочки атак и ульты до 3 стаков. Маната идеально масштабируется от хп, а основное окно его урона во время оглушения, поэтому бонус хорошо раскрывается. Тем не менее, из-за редкости и сложности получения этого оружия, оно из Battle Pass'а, незначительное улучшение по сравнению с головоломкой, то есть следующим вариантом. И последний вариант — это крафтовое оружие. Полностью создаваемый вариант, то есть его можно самому сделать. Дает значительный прирост крит урона при активации экс-спецатаки, а также увеличивает урон экс-спецатаки по врагам с хп ниже 50%. В режиме штурма эффективность ниже из-за ограниченного времени действия бонусов, но для всех остальных случаев и обычного контента это надежный и доступный выбор. Хотя Маната можно использовать в разных составах команд, его набор умений лучше всего раскрывается в командах с разрушением, где союзники усиливают сквозной урон, криты и общий урон. Первый вариант команды, естественно, это Маната. Во второй слот можно взять Люсию, в идеале, если она у вас есть, или Пан Янху на замену, если вдруг Люсии нету. И также можно взять Аструял. В третий слот нам нужен стунер,
оглушитель. Джуфуфу будет идеальный выбор, если оно у вас есть. Если нету, то придется взять или лайтера, или триггер. И опция Free-to-Play это Моната. Во второй слот Пан Янху. И в третий слот берем по возможности, если есть, то Пульхра. Или же, если ее нет, то можно взять Каледу. Но как бы и та опция будет нормальная.